Следующий уровень. Переключаемся на 100 FPS, если мы до этого не переключились. Дальше здесь есть такой небольшой скип. Мы подходим вот к перилам, делаем вертикальный прыжок, то есть вот такой. И в воздухе дожимаем кнопку, ну, допустим, влево и вправо уже в воздухе для того, чтобы приземлиться вот на следующий этаж. И для того, чтобы быстро спуститься без урона, я зажимаю здесь кнопку Shoot Dodge и кнопку назад, то есть делаю кувырок спиной. Но иногда бывает не получается, то есть это зависит от того, где вы находитесь на перилах. То есть если вы где-то вот здесь находитесь, ближе к внутреннему, так сказать, краю, то чаще бывает, что не получается. Ну вот так это должно выглядеть. Либо если вам, в принципе, похер на это, можно по пусе пройти. Ну, где-то, может быть, пару секунд потерять. Собственно, для чего граната берется? Для того, чтобы сделать кувырок в самый первый фрейм. То есть вы можете это, конечно, и с другим оружием сделать, но вам нужно будет сначала нажать вниз, а потом значит, кнопку прыжка. И есть такая вероятность, что вы просто можете соскользнуть с перил, а с гранатой в руках это удобнее. Значит, вот здесь находится триггер касцены, примерно вот здесь вот. Здесь опять же вот это вот сердечко из облезлой штукатурки, которое мы молотов кидали на предыдущем уровне. Примерно вот чуть-чуть не доходя до него, мы делаем кувырок влево, для того, чтобы пройти некоторую дистанцию в катсцене. И также я рекомендую вот так вот немножко поворачивать камеру, то есть на боковом стрейфе это все делать для того, чтобы не перелететь. Вот, видите, если я вот так сделаю, то у меня Макс перелетает и впечатывается в стену. Лучше немножко разворачиваться. Бежим вот сюда. Следующая пачка противников имеет два рандомных паттерна. Давайте я попробую показать оба. Вот это паттерн, который, на мой взгляд, является худшим. То есть вот враг первый выходит довольно долго. Я только сейчас начинаю видеть, вот как он выходит. Что мы делаем? Мы стреляем в него из дробовика и делаем кувырок. Иногда вот этот убивает Friendly Fire своего, но в принципе это происходит не так часто. То есть здесь без кувырка очень велика вероятность напороться на выстрел вот этого врага с дробовиком и откиснуть. Поэтому здесь кувырок, ну, очень рекомендуется делать. Либо, если вы хотите прям на елочах, можно вот так вот спреем из инграма одинарного пройти. Давайте я попробую показать еще раз. То есть нужно немножко префайром стрелять в то направление, откуда выходит вот этот шотганер. Ну вот, видите, что может произойти. Просто чел откидывает нас. Вот это сейчас был, кстати, хороший рандом, потому что враг, вот этот вот первый, он выбежал гораздо раньше. Соответственно, он сагрился раньше, и нахождение вот этих врагов, оно тоже было немножко другим, более выгодным для нас. Вот сейчас как раз удачный рандом, когда он выбежал очень рано, и видите, как здесь довольно удачно враги выходят. Но как именно манипулировать этим рандомом, я так и не понял. То есть только надеяться на то, что он выпадет, но он выпадает не очень часто. Дальше мы бежим вот сюда. Убиваем вот этих врагов на лестнице. Есть, кстати, еще один вариант. Сейчас давайте покажу. Надо было засейвиться. Вот здесь посерединке находится триггер. Давайте я его покажу. Вот этот триггер. Мы его можем обойти, если вот так вот по стеночке аккуратненько пройдем и соскользнем со стола. И вот эти вот враги, они на нас не сагрятся. Но, в принципе, нам все равно идти назад, поэтому мы этот триггер так или иначе в любом случае заденем, поэтому я рекомендую просто спокойно с ними справиться и все. Заходим вот в эту дверь. Сейчас вот этот вот лысый чувак за нами будет бежать. Включаем Unlim FPS. Unlim FPS ускоряет движение вниз по лестницам не только Макса, но и NPC. То есть, чем выше у вас FPS, тем быстрее вот этот челик за вами прибежит. И здесь я также стараюсь убивать крыс, которые находятся по дороге, потому что он может в этих крысах немножко застревать. Но опять же без фанатизма, потому что
Ну, если вы будете слишком долго крыс убивать... А где он, кстати? А, он застрял, потому что я паузу манипулировал, да? Короче, если вы будете слишком долго крыс убивать, то он будет просто на месте стоять, потому что он именно следует за вами. Видите, то есть вот я остановился, и он тоже остановился. Поэтому слишком сильно останавливаться не надо. И еще один момент, когда вы убиваете крыс, будьте очень аккуратны, не затриггерите взмахом трубы вот этих врагов, потому что если они сагрятся, то они могут и этого тоже подстопить. Допустим, в дверной проем они встанут и не дадут ему пройти. Встаем вот сюда, в левую сторону вот этой двери. И целимся вот сюда, где будет голова противника. Переключаемся на 100 FPS. Сейчас, когда он скажет, значит, come right in, делаем сейв спустя пару секунд. Alright, come right in. Вот он закрыл и сейвимся. Значит, здесь есть два варианта на YOLO пройти. То есть вот так вот. По нам с большой долей вероятности вот этот враг попадет из беретты. Либо мы немножко притормаживаем, то есть заходим не сразу. И убиваем его тоже фингом. Вот этого желательно тоже, ну, если вы его не убили, то ничего страшного. Опять же, два варианта. Если у вас мало хп, вот здесь, возле стойки ресепшена, находятся два пейнкиллера. Не надо на нее напрыгивать, достаточно просто прислониться, и Макс их забирает. Если у вас с хп все хорошо, заходим вот сюда и нажимаем на кнопку лифта. Едем. Довольно долгая поездка в лифте. Бежим вот сюда. Здесь берем обязательно Инграм, отсылка к криминальному чтиву. Здесь быстрее будет, если вы напрыгнете на вот этот подоконник и соскользнете вниз. Здесь можно прыжком тоже срезать небольшой угол, прыгнув на вот эти трубы. И точно так же прыгаем вот сюда и соскальзываем. Здесь можно пройти по пусе, то есть сделав два кувырка, чтобы гарантированно не получить урона от врагов. Либо можно на яйцах попытаться. Вот здесь, в этом шкафу, находятся патроны для Инграма, 100 штук. Я их раньше брал, сейчас уже не беру, потому что на следующем уровне они набираются практически до фула. На следующем уровне будет 250 патронов. Но я обычно предпочитаю вот так делать. То есть первых врагов просто так прохожу. А вот этого можно сделать кувырок, потому что шотган очень больно бьет. Значит, если вы все-таки, ну так, прошли уже пару раз игру и чувствуете, что у вас менеджмент патронов на Инграм не очень хороший, вы хотите забрать эти патроны, я рекомендую сначала открыть просто дверь вот этого шкафа, но не забирать то, что в ней находится, потому что анимация открытия шкафа долгая. То есть просто ее открываем и бежим вот сюда. Мы потом обязательно сюда вернемся и заберем эти патроны. Дальше, значит, мы вот здесь немножко соскальзываем. Это быстрее, чем делать прыжок. И соскальзываем опять же на трубы. Значит, вот здесь я рекомендую вот убивать вот этого врага, тоже с Инграма. Если патронов на Инграм мало, то можно попробовать его с шотгана убить, но это будет чуть дольше. Когда мы входим вот в этот коридор, переключаемся на любое другое оружие и делаем выстрел, чтобы взорвалась бомба. Если не стрелять, то будет довольно долгий диалог, нам это не нужно. Значит, стукаемся в дверь и падает стена. Дальше мы бежим вот сюда. Будьте аккуратны, не запнитесь вот об эту коробку металлическую. То есть надо брать более такой крутой угол. Так, остался ли у меня предыдущий сейф? Да, давайте я попробую переиграть. Потому что враги находились не в тех позициях, в которых они обычно находятся. Так, бежим вот сюда. Сейвимся вот здесь обязательно. И вот здесь нужно убить 3 противников спреем из двойных инграмов. Иногда бывает такая ситуация, что вот этот враг, которого мы убили, находясь на этаж ниже, иногда он френдли файром убивает своего. И здесь выходят не 3 противника, а 2.
Но вы это поймете, потому что когда вы убивали вот этого, просто услышите еще один дополнительный крик смерти. И поймете просто, что нужно будет убивать двух, а не трех. Но это происходит не часто. Вот. Если вы вот этого врага не убили, ну, не знаю, не повезло вам, то примерно вот здесь, когда вы прыгаете, вот он выходит на вас, и у него очень хороший вижен на вас. Он может вас тоже убить, следует быть осторожным здесь. Нет, это если вы не убили врага шотганом. Перезаряжаемся. Значит, вот здесь на плите находятся тоже две таблетки. Если плохо по хп, то берем их. Скипаем комикс. После катсцены обязательно сейвимся сразу же. Здесь могут убить. Как лучше всего действовать? Мы из двойных инграмов, то есть вот в эту дверь, в эту катсцену вы должны заходить с двойными инграмами в руках обязательно. Опаснее всего здесь враг с инграмами и с обрезом. То есть вот мы немножко стоим на месте, но это позволяет нам их всех эффективно убить. Они еще, видите, немножко по-разному могут выходить. Обязательно лутаем два инграма с чувака. Здесь есть такой небольшой скип, который на самом деле сейвит меньше секунды, я замерял. Но если вы свэг, то можно его сделать. Проще всего будет просто вот так вот выпрыгнуть из окна. Видите, здесь стоит Винни, вот здесь вот. И как только он нас замечает, у нас активируется катсцена. Вот для того, чтобы в этой катсцене пройти небольшую дистанцию, что делаем? Проходим вот на этот угол. Дальше нацеливаемся вот на эту сторону окна. Прыгаем примерно вот с той позиции, где я стою. И делаем кувырок вправо. Это наиболее стабильный способ. То есть мы тем самым проходим этим кувырком небольшую дистанцию. Почему это такая неприятный скип? Потому что вы можете либо не долететь до труб и приземлиться вот туда, либо перелететь и тоже оказаться там либо внизу, либо на трубах ниже. Вот видите, там тоже трубы. То есть этот скип, он довольно рискованный. Я рекомендую его не делать, если только вы не претендуете на какое-то супер крутое время. Вот, но если вы свэг, опять же, то можете пофлексить немножко. Здесь преодолеваем вот это расстояние одним прыжком вплотную вот к этому забору. Быстрее, чем делать два прыжка. И вот как раз вот эти вот патроны, которые остались в шкафу, которые мы до этого открыли. Можно будет быстрее забрать. Здесь можно чуть быстрее пройти вверх по лестнице, если мы переключимся на 30 FPS и диагональными прыжками вот так вот банни-хоппим. Здесь еще можно как-то вот перепрыгнуть вот эти вот перила. Может быть, это даже чуть быстрее на сколько-то миллисекунд. Но я это не делаю, потому что Макс здесь очень легко ловит вот эту вот анимацию вскарабкивания. Короче, я просто вот так вот делаю и все. Ждем вот эту катсцену. После катсцены включается таймер, и по прошествии которого поедет поезд. Нам нужно просто соскользнуть на этот поезд с стрейфом вправо.